Стрельба на границе. Неужели еще одна страна перешла к активным военным действиям? Трамп озвучил новые условия. ПВО не поедет на фронт, а Европа может остаться без обороны. Что случилось на этот раз? Азербайджан раскрывает тайную операцию Кремля. Не факт, что ответ будет дипломатический. Напряжение растет. Угроза всему континенту. Самая мощная армия в Европе готовится к прямому конфликту. Последние ограничения сняты. Монстры на свободе. Российские суды выпускают самых отъявленных маньяков, но с условием: они должны продолжать свои преступления. В американскую политику возвращается человек, которого, похоже, боится сам Трамп. Что станет с Белым домом уже в ближайшее время? Это и многое другое главное событие утра четверга 24 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Оборона застряла в очереди. Срочная доставка патриотов для Украины снова под вопросом. Издание «Шпигель» пишет, Германия получит замену ЗРК лишь через 8 месяцев, а до этого Украина не получит ничего. Условия нового плана Дональда Трампа таковы: страны должны отдать свои батареи Patriot сейчас, а США позже компенсируют за счет RTX Corporation. Но позже — это минимум весна 2026 года. И тут два варианта: или оставить без защиты свою страну, или другую. Поставки завязли в цепочке сделок. Сначала союзники отдают, потом ждут новую технику, а Киев ждет всех. В администрации Трампа признают, найти страны, которые прямо сейчас готовы расстаться с Patriot, крайне сложно. Переговоры идут, но сроки не названы. Даже при жестком ультиматуме Трампа Путину и обещаниях военной поддержки логистика и бюрократия натовских поставок буксуют. Украина снова между обещаниями и реальностью. ЕС уже был в одном шаге от открытия первого переговорного кластера с Украиной, несмотря на сопротивление Будапешта. Европейские чиновники даже разработали нестандартный юридический механизм, который позволял обойти формальное вето Венгрии. Но все пошло не по плану. 18 июля должно было стать исторической датой. Без голосования в рамках Совета ЕС по общим вопросам Еврокомиссия собиралась дать старт переговорам о вступлении Украины в ЕС. Ведь открытие кластеров — это техническая процедура, не требующая единогласия. Но в последний момент вопрос просто не включили в повестку дня. Не только Венгрия мешает Украине. Европейские столицы не хотят открытого конфликта между собой, но пока дипломаты искали компромисс, Украина подлила масло в огонь. Были сорваны антикоррупционные реформы и скандальные поправки к закону о Бюро экономической безопасности. И вот что на это отвечают в Европейском Союзе. Я только что услышал, что президент даже подписал закон, касающийся НАБУ, Национального антикоррупционного бюро Украины. И, как уже упоминали другие представители ЕС, мы немного обеспокоены. Более того, меня слегка раздражает, что во время всех совместных переговоров нас не проинформировали об этом очень быстром процессе. Теперь решение откладывается до сентября. ЕС обеспокоен, реформы пробуксовывают, а доверие под угрозой. Внутри Евросоюза нет согласия, нет готовности идти до конца. Даже самые лояльные союзники Украины тянут время. ЕС поддерживает курс страны, но с оговорками. И теперь, чтобы открыть хотя бы один кластер, Киев должен восстановить доверие, причем сделать это должен быстро. Бюрократию в топку, экологию на паузу. Теперь все ради одного — сделать Бундесвер мощнейшей армией Европы. И как можно быстрее. Канцлер Фридрих Мерц одобрил законопроект, который может перевернуть всю оборонную систему Германии. Сегодняшний закон несет послание о том, что мы ускоряем темпы закупок материалов, но с этим законом мы создаем условия для того, чтобы вся система закупок снова значительно ускорилась. Не будет преувеличением сказать, что этот законопроект является настоящим квантовым скачком для Бундесвера, для обороноспособности Германии и для ускорения закупок. И это не просто бюрократическая перестройка, это стратегический маневр. Германия уже ослабила лимиты.
по госдолгу, а к 2029 году планируют поднять военные расходы до 3,5% от ВВП. Это в 1,5 раза выше, чем требует НАТО. Правда, немного ниже, чем требует Трамп. Сигнал прозвучал четко. Берлин настраивает свою армию не на сдерживание, а на готовность к прямому конфликту. И причина очевидна: агрессия России в Украине и страх перед повторением сценария уже в самой Европе. Бои на польской границе. Пограничники открыли огонь в сторону Беларуси, потому что как раз с той стороны группа агрессивно настроенных мигрантов пыталась прорваться через заграждение в районе Наревки. Польские военные открыли огонь резиновыми пулями. По данным Минобороны, мигранты проигнорировали приказы, а военные действовали по протоколу. 5 человек задержаны, 1 гражданин Судана получил ранение в бедро и был доставлен в больницу Хайнувки. Министерство обороны Польши предупреждает: ситуация на границе напряженная, как никогда. Потоки нелегалов, агрессивные выходки и постоянное давление с белорусской стороны делают каждое дежурство потенциально опасным. Пока Варшава укрепляет границу и усиливает патрули, Минск, похоже, продолжает гибридную атаку руками мигрантов. 7 изнасилованных женщин, нож, балаклава, розыск с 2018 года, и найти его удалось только через 6 лет. Помогла генетическая экспертиза. Биологические следы, собранные с тел жертв, сопоставили с ДНК его сына. Александр Егоров тогда признался, что нападал на женщин из ненависти после развода, и всего 9 эпизодов. 52-летний Егоров, бизнесмен из Магнитогорска, обвиняемый в изнасилованиях, грабежах и пытках женщин, должен был ответить перед судом и получить до 20 лет, но вместо приговора бронежилет и автомат так и получил. Судья отпустил его по ходатайству военкомата. Арест снял, дело приостановлено. Егоров едет на фронт формально, чтобы искупить вину, на деле, чтобы избежать тюрьмы. Теперь он не преступник, а мобилизованный. Таких, как он, уже сотни. Россия отпускает убийц, насильников и каннибалов, если те готовы стрелять по Украине. Это главное условие. А вы точно уверены в том, кто завтра окажется рядом с вами на улице? Президент больше не играет в нейтралитет. Настоящие планы главы государства, намерения президента США очевидны и, наконец-то, на официальном уровне озвучены. Трамп поставил настоящий ультиматум Кремлю. Россия должна прекратить огонь в течение 50 дней, иначе будут очень жесткие санкции. Более того, по его словам, Вашингтон готов усиливать Киев военной помощью. Французский министр назвал это самым убедительным знаком, что США под руководством Трампа теперь активная сторона, а не наблюдатель. Это, без сомнения, самый убедительный знак того, что Дональд Трамп выбрал собственную сторону конфликта и решил поддержать Украину для достижения своей главной цели – установления долговременного мира. По словам главного французского дипломата, риторика президента США резко изменилась от фраз о переговорах к ультиматумам и обещаниям оружия. Поддержка Украины становится частью американской стратегии давления, и это может изменить не только ход войны, но и позиции союзников по НАТО. Барро подчеркнул, что Запад должен сохранить единство, если хочет остановить агрессию и добиться устойчивого мира. Но так ли это? Или во Франции выдают желаемое за действительное? К тому же риторика официального Вашингтона становится все жестче. Нефтяные санкции против России – это уже не просто угроза, а реальная возможность. Об этом говорит министр энергетики США в эфире Fox News. По его словам, Белый дом всерьез рассматривает 100% пошлины для покупателей российской нефти, и это только одна из мер, если Москва не согласится на мир с Украиной. Это самое большое давление, которое вы способны на них оказать. Мы можем делать то, чего раньше не могли. Любопытно, что сейчас нефтяная дубинка пока опущена. До России очередь может дойти в любой момент. Нападение, диверсия или попытка дестабилизации. Российские прокси в новой стране. В Азербайджане задержали бывших боевиков ЧВК «Вагнер», воевавших на стороне России в Украине, и официально назвали их военными преступниками. Это не просто громкая новость, это исторический прецедент и явный вызов в Москве. Речь идет о 2 гражданах Азербайджана, Рамиле Алиеве и Исмаиле Гасанове. Ранее они сидели в российских колониях, а затем
затем попали в скандальную программу «Проект К», схему, по которой Пригожин вытаскивал заключенных и отправлял их на войну. Случай, правда, не единичный. В прошлом году вагнеровцев задерживали в Узбекистане, но на фоне конфликта с Азербайджаном выглядит очень многообещающе. Возвращение большого игрока. Политика США больше никогда не будет прежней. Это не шутка. Впервые в истории SpaceX официально предупреждает: Илон Маск может снова уйти в политику. В документах, подготовленных для инвесторов, написано, цитирую, «Маск может занимать государственные посты и уделять им значительное время». Конец цитаты. Переводя с финансового на человеческий, если он снова пойдет в администрацию, бизнес снова может пошатнуться. Аналитики Bloomberg считают, что такое предупреждение появилось впервые, и это не просто формальность. SpaceX давно размещает акции среди избранных, но теперь политические амбиции Маска стали фактором риска. Инвесторы и так недовольны, его прежний союз с Трампом и громкие высказывания в X уже ударили по репутации Tesla, Neuralink и даже самой SpaceX. Теперь риски официальны, но Маск, похоже, не собирается сбавлять обороты. Что это? Сигнал о возвращении в Белый дом или просто приманка для очередного медиашторма? Как думаете? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.